Всем привет! В преддверии Масленицы готовим очень необычные и вкусные марокканские блины. Они получаются очень интересные, с множеством дырочек, а тесто очень нежное и вкусное. Структура чем-то похожа на медовые соты. Я сейчас разорву блинчик, и вы в этом убедитесь. Посмотрите. Как замечательно! Вы видите, какие они пышные, красивые. Обычно эти блины подают с медом. Их можно есть, как и хлеб, лепешки, так как по вкусу они абсолютно нейтральные. И для того, чтобы приготовить эти очень интересные блины или лепешки, мне понадобится 280 грамм манки, 130 грамм муки, 700 миллилитров теплой воды, примерно 38 градусов. Тесто здесь очень интересное. Для его приготовления используются и дрожжи, и разрыхлитель для теста. Это нужно для того, чтобы тесто быстрее было готово. Таким образом, оно стоит меньше времени на расстойке, и в тесте не ощущается запах дрожжей. Для теста мне понадобится 6 грамм дрожжей и 6 грамм разрыхлителя для теста. Это так называемое будет быстрое дрожжевое тесто. Также мне понадобится 25 грамм сахара и 1 неполная чайная ложка соли. В первую очередь я разведу дрожжи. Здесь у меня примерно 200 миллилитров теплой воды. Добавляю 2 чайные ложки сахара. Всыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю. И так оставлю дрожжи, чтобы они проснулись и подошли. Примерно минут на 5-7. Дрожжи у меня замечательно подошли, и я продолжаю делать тесто дальше. Я хочу показать, какая у меня манка. Видите, она такая мелкая. Для этого рецепта лучше брать именно такую мелкую манку. Теперь сюда я просеиваю муку. Подготавливаю все сухие ингредиенты. Всыпаю сахар и разрыхлитель для теста. Все хорошо перемешиваю. Забыла добавить соль, добавляю соль. И снова перемешиваю. Сегодня тесто я буду готовить вот в таком блендере. Сюда я выливаю воду теплую, вливаю дрожжи. Перемешаю дрожжи и воду. Так, слегка. И теперь сюда я буду всыпать все сухие ингредиенты. Высыпаю я сразу все. И сразу все буду перемешивать. Хорошо все перемешиваю в течение где-то примерно 3-5 минут. Обязательно открывайте крышку и проверяйте, чтобы все хорошо перемешалось. Я вот так подбираю со стенок и опять перемешиваю. Посмотрите, какое по консистенции у меня сейчас получилось тесто. Видите? Оно совсем не густое. Тесто я переливаю в миску. Ему надо дать отдохнуть примерно минут 15. Тесто я закрываю пищевой пленкой. И как видите, что необычно для дрожжевого теста, ему надо отдыхать всего лишь 15 минут. Это, так сказать, быстрый способ приготовления теста, благодаря тому, что мы добавляли сюда разрыхлитель. У меня прошло примерно 15 минут. Я сейчас покажу вам, какое тесто стало. Вы видите? Оно больше загустело. В нем появились вот такие пузырьки. И сейчас будем жарить блины. Я включила разогреваться сковородку. Слегка смажу растительным маслом. Остатки масла убираю салфеткой. Жарить лучше всего на сковородке с хорошим покрытием, так как мы жарим фактически блины без масла. И выливаю тесто на сковородку.
Просто выливаю в центр все тесто, и блинчик сам принимает круглую форму. Жарим на очень маленьком огне, так как специфика приготовления этих блинчиков. Мы их жарим только с одной стороны. И посмотрите, на поверхности появляется сколько много пузырей. Такое пенное тесто. Это именно особенность этих марокканских блинов или лепешек, потому что фактически это тоже как хлеб. Посмотрите, как красиво. Все эти пузырьки появляются, лопаются. Пахнет тесто просто замечательно. Ждем, когда на поверхности блинчика не будет уже сырого теста, и только после этого блинчик уже готов. Будем его снимать. Это буквально пара минут, очень быстро. Посмотрите, у меня на поверхности блинчика уже нет сырого теста. Видите? Блинчик у меня готов, и я его снимаю на подготовленный поднос. Оп. Сейчас покажу вам, какой он сзади получается. Видите, какой красивый. Он полностью пропекся. Сразу же на сковородку выливаю следующий блин. Все следующие блинчики я выливаю на сковородку уже сухую. Маслом я уже сковородку не смазываю. Марокканские блины очень интересные, с множеством дырочек, а тесто нежное и вкусное. Структура чем-то похожа на медовые соты, и подают их обычно тоже с медом. Всего у меня получилось 12 вот таких красивенных лепешек. Вообще они просто удивительные. Здесь у меня лепешки, политые медом. В эти соты так пропитывается, мед проходит. Просто лепешки насквозь пропитались этим медом. Они такие нежные. Во все эти дырочки заходит мед. Я сейчас это все попробую. Какое нежное тесто. Здесь структура теста просто невероятная. Дает, наверное, этот эффект и манка, и вообще способ приготовления этого теста. Оно просто нежнейшее, такое воздушное. Особенно если их еще с медом полить. Это просто непередаваемое удовольствие. Нежнейшее, вкуснейшее. Обязательно приготовьте такие блины на Масленицу. Я уверена, такие блины понравятся всем. Очень вкусно. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук. Позитивная кухня. Всем пока!